Сегодня мы поговорим о том, чем мы похожи с австралийцами. Для того, чтобы снять это видео, я нашла такой прекрасный парк, честно говоря, недалеко от кладбища. Села здесь в тенечке, потому что сегодня ожидается плюс 35, и сейчас еще утро, но уже плюс 31 градус. А вот здесь в тенечке хорошо. Итак, чем же австралийцы могут быть с нами похожи? Мы ведь такие разные. Но на самом деле сходств намного больше, чем я могла себе представить. Вот, например, шашлык – это ведь наше все, да? Это наша такая национальная отличительная черта. Мы любим выезжать на природу, жарить шашлыки. И австралийцы тоже очень любят... муравей! Господи, муравей! Австралийцы тоже очень любят пожарить мясо, рыбу, овощи, креветки. Но только они обычно делают это на барбекю, то есть с газом. Хотя здесь, кстати, также можно купить уголь, он достаточно распространен, в этом нет никакой проблемы. Второе сходство, которое сразу приходит мне на ум после упоминания первого, это то, что австралийцы очень любят кемпинги. Они, так же как и мы, часто выезжают на природу, любят ночевать в палатках. Для кемпинга у них есть куча всякого оборудования, каких только машин и приспособлений нет, но сам факт остается фактом. Мне кажется, у нас это тоже распространено. Я, конечно, во многом сужу по себе, потому что еще когда я училась в школе и в университете, я занималась туризмом, мы часто ходили в горы, сплавлялись по рекам, ночевали в палатках. Я знаю, что зачастую и обычные люди, которые не занимаются каким-то туризмом, выезжают на озеро с ночевкой, с палаткой, это распространено. И австралийцы тоже очень это любят. Единственное, что всегда нужно разбивать лагерь только в специально отведенных местах, иначе можно просто попасть на штрафы. У нас похожая система измерения. Когда мы смотрим какие-нибудь фильмы про Америку или про Англию, там часто проскакивают такие меры измерения, как футы, мили, что там еще, дюймы. Так вот, когда я переезжала в Австралию, я думала, что здесь такая же ситуация, так как я работаю в строительстве и с чертежами, и чертежи напрямую связаны там с миллиметрами, я очень переживала, что мне придется как-то переучиваться, перестраиваться. Но на самом деле в Австралии меры длины – это метры, километры, все измеряется в килограммах, в чертежах мы используем миллиметры. Это прямо очень круто, и это была такая неожиданность, с которой мы похожи. Единственная нестандартная для меня мера измерения, с которой я здесь столкнулась, это при измерении роста, то есть рост измеряется футами и дюймами, то есть получается человек может быть ростом 5,8. Для меня это, в общем, очень тяжело. Я до сих пор, кстати, не знаю, какой у меня рост в футах. Я с этим все время путаюсь. Я переместилась на лавандовую ферму и продолжаю рассказывать о том, чем мы с Австралией, с австралийцами похожи. В следующих двух пунктах я буду говорить по большей части про сходство Австралии с Россией, потому что это две достаточно большие страны. И первое, о чем хочется сказать, это то, что в Австралии очень много природных ресурсов. Это большой поставщик золота, меди, никеля, железной руды, кобальта, серебра. Естественно, такая большая страна, богата природными ресурсами. И Россия, как мы все знаем, тоже имеет огромный запас полезных ископаемых. Следующее сходство связано с тем, что такой большой размер этих двух стран, Австралии и России, создает похожие проблемы. Это инфраструктура. Так как Австралия большая страна, нужно построить большое количество дорог. В основном они здесь на очень хорошем, на очень высоком уровне, но есть также и проблемы. Например, с тем, как доставлять пассажиров из одной части страны в другую. Здесь нет каких-то больших скоростных поездов, потому что все это требует больших финансовых затрат. Страна большая, соответственно, денег надо вложить больше, и все это построить намного сложнее. Я тут в кусты куда-то забрела. Я, кстати, считаю, что Австралии действительно нужно развивать железные дороги. Они сейчас есть, но нет каких-то таких скоростных поездов, которые хотелось бы иметь, которые соединяли бы большие направления. Там, например, Брисбен и Сидней. Есть, конечно, поезда, они очень дорогие. Есть поезд, который пересекает пустыню, но это скорее, как знаете, для путешествий, для развлечений. Такая опция, она стоит достаточно дорого. И это просто как круиз, только на поезде. Я бы, наверное, так это скорее назвала. Очень жаль, что железные дороги не развивают, но в том числе не делают этого и по тем самым проблемам, которые я уже перечислила. Что еще есть между нами общего? Ни для кого не секрет, что русские, русскоговорящие люди любят выпить.
Конечно, это рождает множество стереотипов, но в том числе, конечно же, большая часть этого правда. Так вот, австралийцы тоже очень любят выпить. Все также ждут пятницу, алкогольные магазины битком. Когда ты приходишь на пляж на Australia Day, День Австралии, люди выпивают прямо на пляже, это все становится такой большой тусовкой. В общем, это сходство я не отметить не могла. Австралийцы любители выпить и очень весело провести праздники. Следующий момент, который, наверное, не так очевиден, но я хотела бы про него сказать, это медицина. Медицина, например, в России считается бесплатная. Конечно же, у нас есть много частных клиник, зачастую люди выбирают платное лечение, но это не исключает того факта, что бесплатная медицина есть, и она доступна, и даже есть бесплатные стоматологические клиники. Конечно, это больше такая уже редкость, туда еще надо умудриться попасть, но тем не менее это существует. Точно так же, как, например, в России полис медицинского страхования, в Австралии есть Medicare. Это система, которая дает доступ к получению медицинского обслуживания. Туда входит много вещей, такие как, например, терапевт, сдача каких-то анализов, сдача крови. Зачастую ты можешь действительно получить направление на бесплатное обследование, на сдачу крови, каких-то других анализов. Это все зависит от ситуации, это не всегда так. Также скорая помощь в Австралии, по крайней мере в Квинсленде, если ты ее вызываешь, и у тебя есть Medicare, а это карта, которая становится доступна частично для временных резидентов и уже полностью неограниченная Medicare для тех, у кого есть постоянное резидентство и, конечно же, для граждан. То есть это дает бесплатный вызов скорой помощи, оказание услуг, тебя там могут увезти куда-то в госпиталь. Другой вопрос, что сейчас в Австралии в последнее время многие клиники становятся платными. И некоторые терапевты, которые раньше были бесплатными, сейчас покрывают только половину стоимости приема. Если, например, прием стоит $80, то ты должен половину заплатить. Точнее, государство покрывает тебе даже примерно половину стоимости приема, остальное ты платишь сам. Людям это, конечно же, не нравится. Я не знаю, как будет дальше. Такие изменения действительно есть. Также достаточно большая проблема попасть к узкоспециализированным специалистам. Это будет стоить дорого. Возможно, что ты будешь ждать очень долго, и, возможно, также твою проблему не решат. У меня просто есть знакомые, которые действительно остались разочарованы медицинской помощью, а есть те, которым делали МРТ бесплатно, и они как-то прошли без проблем обследование, и наоборот, у них хорошие отзывы. Хочется также сказать про спорт и здоровый образ жизни. Австралийцы любят спорт. Очень часто, когда ты выходишь куда-нибудь на пляж, в парке, люди бегают, занимаются спортом. Очень часто они занимаются спортом на природе. На улицах, также в парках оборудованы даже бесплатные, типа такие мини-тренажерные залы, где можно позаниматься. Все это очень развито, и когда ты такой идешь, гуляешь, наслаждаешься жизнью, все это дает тебе даже мотивации, потому что люди вокруг тебя, они такие вот молодцы, занимаются спортом, стройные, подтянутые. И почему я говорю, что это сходство? Мне кажется, что у нас в наших странах тоже в последнее время довольно-таки становится популярным вот эта вот мода на спорт. Люди бегают, выходят на длинные прогулки, кроссфиты, тренажерные залы. Вообще наши люди всегда были очень спортивно такие развитые. И в последнее время, на мой взгляд, это приобретает все большую популярность. И это круто, конечно. Длинные выходные. То, как в наших странах отмечают такие праздники, как Новый год, 9 мая, День труда. Это все, естественно, является нашей такой отличительной особенностью национальной. И я хочу сказать, что в Австралии тоже так. Люди начинают праздновать Рождество еще, наверное, в 20-х числах декабря. И также отдыхают 1, 2, а то и даже 3 недели после Нового года. У них это время также, кстати, летних детских каникул. Люди зачастую планируют отпуск на это время. И также есть другие праздники, такие как День трудящихся, кстати говоря. Есть день рождения королевы, есть там День Австралии. Это официальные выходные, которые по всей стране, в разных штатах время может меняться. Но, тем не менее, это является обязательным. Я знаю, что, например, в каких-то странах, я слышала про Америку, отпуск, он очень ограничен. Отпуск и количество вот этих вот public holidays, которые ты можешь взять. Австралия не такая. Люди любят отдыхать, они ценят свое время личное, они ценят свой отдых, так же, как и рабочее время. На улице настолько жарко, что я уже не могу, поэтому я иду в свою машину, включаю кондиционер, потому
Потому что температура сейчас, без шуток, примерно где-то 35 градусов. Это уже становится опасно. Поэтому я буду заканчивать. Это было видео о том, чем мы с австралийцами похожи. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если у вас есть что добавить, дайте знать в комментариях. И подписывайтесь на мой канал.